Здравствуйте! Недавно я рассказывал про True Wireless вкладыши от Marshall Minor третьего поколения, и они оставили впечатление бюджетных наушников. Как по своему техническому исполнению, это базовые кодеки, это отсутствие какого-то дополнительного функционала, так и по своему звучанию. Звучат они достаточно просто, как на одном уровне с AirPods второго поколения, с которых они и были скопированы. И сейчас при знакомстве с Motiv были такие мысли о том, что возможно все-таки эта модель будет поинтереснее, потому что она уже более дорогая и скопирована с более дорогой модели, с AirPods Pro. По факту, что у нас получается, сейчас расскажу. По поводу кейса. Естественно, это все сделано в стилистике Marshall, все, в общем-то, симпатичненько, красиво, не считая того, что все-таки запах здесь очень такой специфический и похож на пультики от каких-то старых телевизоров. То есть это сразу же не бросается как-то в нос, но когда подносишь относительно близко, понимаешь, что вот что-то, какой-то запах здесь присутствует. По закрытию, открытию все так немножечко печально, потому что для того, чтобы закрыть кейс, его нужно прям конкретно вот закрывать, то есть нет каких-то достаточно жестких магнитов. Открытие сопровождается определенными не совсем приятными звуками, поэтому нет ощущения того, что это наушники, которые стоят дороже, чем $25. И когда достаем наушники, то на первый взгляд все очень так даже симпатично, потому что опять-таки все сделано в стилистике Marshall, а Marshall умеет в дизайн. Наушники относительно компактные, с достаточно вытянутым звуководом и очень маленькими амбушюрами, при этом недостаточно плотными. И при этом проблемы начинаются, когда вы вставляете наушники в уши, так как поверхность у них острая, и в отличие от тех же миноров третьего поколения, ножка находится намного ближе к уху. В итоге, когда вы вставляете наушник, они просто впиваются вам в ухо, в кожу. Это очень неприятное ощущение, и особенно когда вы находитесь в наушниках долго, то есть больше чем 15-20 минут, то уже начинают появляться вот такие дискомфортные ощущения. Соответственно, пассивной звукоизоляции хорошей добиться очень сложно, потому что звуковод хоть и вытянут, но недостаточно из-за того, что амбушюры короткие. То есть, если бы они были бы хотя бы раза в 1,5-2 больше, то, естественно, посадка была бы значительно лучше. По поводу активного шумоподавления, оно здесь присутствует, но при этом достаточно формальное. То есть, я сейчас нахожусь рядом с источником освещения с активным охлаждением, то есть там присутствует вентилятор, и находясь на расстоянии приблизительно 40 сантиметров от этого вентилятора, не настолько уже и громкого наушники не способны его перекрыть хотя бы наполовину. То есть все равно слышно работа в гул от самого вентилятора, что не очень сильно приятно. И по каким-то техническим особенностям, каким-то наворотам их, к сожалению, нет. В отличие от Minor третьих, они подключаются к приложению Marshall, то есть определяются им. И из того, что можно сделать, это регулировать режимы в режим, при котором включается у нас прозрачность, то есть мы лучше слышим то, что происходит вокруг нас, шумоподавление и отключение данных функций. Перевод выполнен коряво, что, в общем-то, неудивительно для брендов. То есть какие-то косяки для них достаточно частое явление. И думаю, можно перейти к звучанию. И как вы уже могли догадаться, здесь ничего особо интересного не происходит по сравнению с теми же AirPods Pro, повторюсь, которых они просто скопированы. Звучание на самом деле хуже. То есть в случае с AirPods Pro у нас, конечно, тоже плохое звучание из-за того, что очень сильно акцентированы низкие частоты, сильно упрощены высокие частоты, и середина звучит хуже, чем в тех же AirPods первого-второго поколения, не настолько открыто, с более упрощенной сценой, то здесь у нас звучание с одной стороны более такое нейтральное, у нас не выпирают ни высокие частоты, ни низкие частоты, но при этом очень сильно не хватает веса как на высоких, так и на низких частотах. То есть там, где должен быть хороший удар, его там не будет, он будет упрощен. То есть там, где хороший бас там от тех же бочек, который должен прямо отрабатываться,
мощно, достаточно глубоко, с хорошим ударом, этого удара здесь не будет. То же самое касается тарелок, какого-то хорошего полноценного звука от них мы не получим. Вы поймете, что это тарелки, но эмоциональная составляющая не проигрывается. То есть это все из-за упрощений мы не сможем в полной мере получить. Хорошо играет середина, безусловно, честно, достаточно хорошо, натурально, без каких-то сильных искажений. Поэтому если вы хотите слушать какие-нибудь аудиокниги, то для этого они, в общем-то, подходят. Не считая того, что находиться в них на протяжении долгого времени, более 20 минут, достаточно проблематично. Но, по крайней мере, время автономной работы позволяет, потому что при выключенном активном шумоподавлении они смогут работать до 6 часов. При этом по уровню громкости максимальному не сказал бы, что они очень громкие, но и одновременно с тем небольшой запас все-таки присутствует. Слушать их на громкости в 100% особо не хотелось. Но если вы выйдете на улицу, к примеру, и тем более в метро, то, естественно, 100% не будет хватать из-за того, что нет достаточной пассивной звукоизоляции и очень много шумов будет проникать снаружи. Поэтому какие-то общие выводы по данным наушникам, но... А стоит ли делать выводы? В общем-то, я сказал уже достаточно много. К сожалению, нет каких-то особо положительных моментов, которые хотелось бы сказать. Но, опять же, стоили бы они бы $30, можно было бы сказать, что да, действительно дизайн красивый, интересный и супер. Но с учетом их стоимости это все очень сложно оправдать, потому что какие-то полноценные наушники, флагманы, которые обладают и хорошим действительно звучанием, и своим уникальным разработанным дизайном, с хорошей функциональной какой-то подоплекой, можно найти на процентов 40-50 дешевле, и при этом конкуренты данным наушникам, как я уже и сказал, в районе $30-40 можно искать, как те же Halo W1 будет значительно более интересным вариантом. И опять же, по поводу микрофонов. Микрофон здесь хороший, собеседник слышит вас адекватно, проблем со связью не возникает. Единственное, что когда вы надеваете наушники и после полуминутного простоя, грубо говоря, послушали музыку, поставили на паузу, чтобы что-то сделать, включаете заново музыку, то сначала активируется правый наушник, потом левый, что тоже немного неприятно, но и это может быть связано с моим смартфоном. В данном случае это Samsung Galaxy Note 9. Вот теперь, думаю, все. Если вы захотите для себя выбрать, найти какие-то хорошие, интересные наушники, то на сайте Netbox у вас есть такая возможность, потому что выбор достаточно удобный, ассортимент большой, и сможете подобрать что-то, заказать для себя, если вы живете в России или Беларуси. На этом буду закруглять данное видео. Если вы являетесь владельцем данных наушников, вам они понравились, то, пожалуйста, напишите почему, чем они вас зацепили, что я не смог в них разглядеть, либо же расслушать, потому что ваше мнение будет также интересно в противовес для большей объективности. На этом, думаю, все. Большое вам спасибо за просмотр данного видео впечатления. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч!